Итак, ребят, всем привет! Это у нас первое видео в 2025 году, и я бы хотел поговорить про такую штуку, как тестовые задания на вакансии. Тема достаточно базовая, я бы сказал, очень даже актуальная. Почему она меня очень сильно беспокоит? Давайте на примере двух тестовых заданий разберем, что же здесь не так, да? Значит, смотрите, вот у нас первое тестовое задание, которое выглядит следующим образом. То есть предысторию я не скажу точную, да. Кандидат откликнулся на вакансию, если я не ошибаюсь, напрямую компанию. Ему прислали тестовые задания, вот это вот, которое вы сейчас видите на экране, да. Я могу его, наверное, чуть-чуть увеличить. Вот так вот. Ну и, соответственно, все. Вот, как вы понимаете, что здесь нужно сделать? Разработчик выполнил редизайн страницы поиска в соответствии с ТЗ. Необходимо проверить, да, что элементы страницы поиска работают корректно. Хедер, футеры, ссылки на другие страницы проверять не надо. Окей, здорово. Вроде как вот этим пояснением, да, в скобочках, ну, круто. Какую-то часть работы мы минимизировали. Что идет дальше? В результате должны получиться тест-кейсы проверок с: первое, примерами поисковых запросов, если требуется. Ожидаемые фактические результаты, отметках о багах, если будут. Само ТЗ, да, выдача результата. То есть результат поиска группируется по блокам горизонтального меню, да, под строка поиска и бла-бла-бла. Ну, в общем-то, здесь вы видите сами на экране. В чем, собственно говоря, суть всей вот этой вот красивой штуки? По сути, если мы перейдем на сайт, да, мы получим полноценный сайт компании, да, с главной страницей и так далее и тому подобное. Вот. А значит, что? Правильно. Сейчас мы будем заниматься ничем иным, как black box тестированием. И в результате, что у нас получается? Кандидат, по сути, проводит тестирование методом черного ящика, да? Ну, грубо говоря, условно, пускай там есть возможность залезть в JavaScript, да, посмотреть исходный код страницы и так далее, атрибуты HTML, CSS. Но все равно в любом случае это black box тестирование, да? Пускай таким остается. И в результате мы проводим полную проверку нового функционала, который буквально пару дней назад какой-то разработчик допилил. В компании нету тестировщика, и нужно это протестировать. Я вижу это так. То есть, когда вам дается вот такое тестовое задание, на мой взгляд, это полная хрень. Это обман. Это использование вашего труда на бесплатной основе. Они использовали меня, они используют тебя. Вот как-то так. То есть это я не считаю тестовым заданием абсолютно никаким. И лично мое мнение избегать такие вакансии. Вот, это мое мнение. И вы скажете: хорошо, критикуешь, предлагай. И я вам предложу. Смотрите, вот пример тестового задания, который действительно, так или иначе, смотрит на ваши навыки, опыт и так далее. Давайте мы на него посмотрим. Вот эта вот компания, которая Бух Онлайн, я думаю, что все мы прекрасно понимаем, что за компания связана с бухгалтерским учетом. Это, конечно же, Контур, да? Значит, Контур, компания Контур, вакансия была тестировщик, мануальщик или автоматизатор, я не в курсе, честно говоря. В общем-то, есть позиция такая, соответственно, было такое задание. Вот. Ну, судя по тому, что нужно было покликать его ручками, то значит это мануальщина. Окей, теперь давайте посмотрим на... То есть вот это вот тестовое задание, я считаю это полным хренем, разводом и так далее. Вы можете попытаться меня переубедить в этом в комментариях, да, написать что-то. Ребята из Контуров зайдут, да, в гости, наверное, тоже что-то напишет подобное, но это не особо сыграет роли, потому что мое мнение уже поставлено. Все. В свое время я был на фрилансе, и вот эти вот разводочки, с ними мы уже давно, как говорится, знакомы. Ни одну собаку корейскую съели на этом. Так что, да, вот это вот задание я считаю разводом. Кто с этим не согласен, тот может спокойно, как говорится, откликаться и так далее. Компанию я вам назвал. Для всех остальных давайте посмотрим на другое тестовое задание от другой той же тестировщик, да, как мы видим, вот здесь вот написано.
Ну, давайте посмотрим. Значит, задача номер 1. То есть описание задачи, где вы получаете от аналитиков какой-то набор требований относительно, да, каких-то новых функциональных возможностей приложения. И у вас есть какие-то конкретные задачи. То есть у вас есть описание, задачи и ожидаемые результаты от вас. То есть здесь, по сути, что нужно сделать? Задать вопросики, да, в общем-то, какие-то теоретические познания ваши. Окей, идем дальше. Есть кнопочка дальше, да, есть кнопочка дальше. Посмотрим следующий. Здесь целый набор задач. Если кому-то интересно, можем их ради интереса в следующем видео порешать. Разработка тест-кейсов для ключевых сценариев. Вот, пожалуйста, вторая задача тоже, да, здесь есть описание. Опять же, видите, чисто тривиальное описание. Тривиальные задачи и тривиальный ожидаемый результат. Все, ничего такого сверхъестественного здесь нету. Опять же, тестирование API, да, работа с API, бла-бла-бла, бла-бла-бла. И все это, опять же, здесь написано в рамках, ну, тут два варианта. Либо же это части и частички какие-то, которые были созданы, опираясь на внутреннюю кухню компании, что часто бывает. Либо второй вариант, просто какие-то рандомные данные. В любом случае, так или иначе, вот это уже действительно похоже на тестовое задание. Здесь тоже, да, все понятно, доступно описано и так далее. В общем-то, вот, то, что я хотел сказать. Относительно критикуешь, предлагаешь, что есть действительно адекватные тестовые задания. Поэтому вот это вот тестовое задание я не считаю это тестовым заданием. Я считаю это эксплуатация, да, специалистов, которые пытаются найти себе работу. Вот. Компания Контур, еще раз, да, сделаем на этом акцент, и мой не рекомендацион в эту сторону. Как-то так. Спасибо всем за внимание. Пишите в комментариях то, что было у вас, какие интересные тестовые задания встречали вы. Может быть, я в чем-то не прав, я в чем-то ошибаюсь, тоже пишите, я с удовольствием все это почитаю. Ну и не забываем подписываться на канал, ставить лайки. Канал молодой, только начинает свое существование, поэтому давайте мы его вместе поддержим. Всем спасибо за внимание, всем хорошего дня, всем пока.